Всем привет! Вы на канале World of Money Мир Банкнот, с вами Артур. Сегодня у меня очередное пополнение. Такое письмо получил. И давайте вскроем его и посмотрим, что там внутри. Вот так упаковано. И вот видим банкноты внутри. Аккуратно разрежем. И давайте по порядку все посмотрим. Первая банкнота. Северная Корея, 10 вон, 1978 года. Выпуск 1978 года. 5 номиналов было выпущено. И каждая по каталогу Пика Крауза имеет по 5 разновидностей, кроме номинала 100 вон. Хотя и там есть разновидности, но не по каталогу Пика Крауза. Друзья, хочу сделать небольшое отступление по поводу информации, которую я представляю в моих обзорах по банкнотам. В большинстве случаев я в основном ориентируюсь, как и многие другие коллекционеры, по каталогам Крауза. Я имею в виду по иностранным банкнотам. Как известно, каталоги Крауза являются наиболее авторитетными и объективными изданиями, предназначенными для определения и оценки как монет, так и банкнот. Так вот, информацию, которую я представляю в своих обзорах, основана на информации, которая представлена в вышеупомянутых каталогах. Я понимаю, что для тех, кто коллекционирует банкноты, допустим, Северной Кореи или банкноты других стран, неважно, более углубленно, то иногда этой информации, которая представлена в каталогах Крауза, не совсем достаточно. И существуют другие каталоги, а также статьи опытных коллекционеров, которые более углубленно изучают и преподносят намного больше информации по тем или иным банкнотам и их разновидностям. Я, в свою очередь, если нахожу более подробную информацию, то обязательно делюсь с вами этой информацией. А если кто-то заметит некоторую неточность, то буду рад, если тот, кто ее заметил, напишет об этом в комментариях. Я всегда готов выслушать конструктивные критические замечания в свой адрес по той или иной информации, когда-либо преподнесенной мною в моих обзорах. Все мы люди, и как ни старайся, все равно можем допустить ошибку или какую-нибудь неточность. Поэтому прошу строго не судить. Спасибо. А теперь продолжим наш обзор. Итак, банкнота Северной Кореи 10 вон 1978 года. Лицевая сторона. Монумент Чхолима. Статуя стремительно возвышающегося ввысь крылатого коня Чхолима с рабочим и крестьянкой, сидящих верхом на нем и движущимися в метафорическое будущее. Чхолима – один из самых важных символов Северной Кореи. Статуя расположена в столице Северной Кореи Пхеньяне. Волшебный конь Чхолима, который так быстр, что никто не может оседлать его, является восточной аллегорией Пегаса. Его название переводится как «способный преодолевать 1000 ли в день». Ли – это примерно 500 метров. Монумент открыт 15 апреля 1961 года в Пхеньяне. Также изображен герб КНДР и серийные номера черным цветом. Водяного знака я не наблюдаю. Хотя он может быть, так как с банкнотами этого выпуска не все так просто и однозначно.
Оборотная сторона. Вид на металлургический завод Чхолима с реки Тэдонган. Завод расположен в портовом городе Нампхо, провинции Пхёнан-Намдо, южнее столицы Пхеньяна, и является одним из крупнейших сталелитейных заводов Северной Кореи. Имеется зеленая печать или надпечатка в правой верхней части. Как я уже говорил, все номиналы этого выпуска, кроме номинала 100 вон, по каталогу Краузе имеют 5 разновидностей, которые различаются цветом серийных номеров и печатей, или надпечаткой на оборотной стороне. Данная банкнота в каталоге имеет номер 20Б. Это вторая разновидность. Ее определяют черные серийные номера и зеленая надпечатка на обороте. Согласно другому каталогу, эта разновидность была выпущена в 1979 году как валютный сертификат для неконвертируемых социалистических валют. Размер банкноты 150 на 75 мм. Информации по типографии, где были отпечатаны эти банкноты, нет, но скорее всего они были отпечатаны в Китае. Цена такой банкноты на российских торговых площадках 100 рублей. В моей коллекции есть еще 2 разновидности этой банкноты. Это 20С, красные серийные номера и красная надпечатка в правой верхней части на обороте. И 20Д. Красные серийные номера и большое цифровое обозначение номинала в большой красной геляширной розетке. Нужно будет еще найти и купить 2 разновидности. Это первая, 20А с красными и черными серийными номерами без надпечатки на обороте. И последнюю, 5-ю разновидность, 20Е с черными серийными номерами с большим цифровым обозначением номинала в большой синей геляширной розетке. И весь ряд по разновидностям будет заполнен. Найти эти разновидности не составляет особого труда. Они достаточно хорошо представлены на торговых площадках и стоят не так дорого, в отличие от других номиналов этого выпуска. Также я хочу собрать и остальные номиналы по всем разновидностям. Идем дальше. Следующая банкнота. Иран, 50 реалов 1974-79 годов. Выпуск Центрального банка Ирана, шахского правительства 1974-1979 годов. Было выпущено 8 номиналов: 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 и 10 тысяч реалов. Все банкноты очень красивые и интересные. Лицевая сторона. Основной цвет зеленый. Портрет шаха Мухаммада Реза Пехлеви, 35-го и последнего Шахин-Шаха, в переводе царя царей Ирана, из династии Пехлеви, который правил с 1941 по 1979 год. Исламская революция 1979 года свергла шаха, который был вынужден покинуть страну и умер в изгнании в Каире, в столице Египта, через год. В нижней части по центру изображен артефакт – золотая серьга с рельефным изображением бога Ахура Мазды ахеменидской цивилизации 6-4 веков до нашей эры. Хранится в музее Лувра в Париже. Ахур Мазда или Ахура Мазда – зороастрийское божество, которого пророк Заратуштра, основатель зороастризма, провозгласил единым богом, безначальным творцом, пребывающим в бесконечном свете, создателем всех вещей. Подписи, по которым различают разновидность в данном случае президента Центрального банка Хасан Али Мехран и министра экономики Хушанг Ансари. Водяной знак – портрет шаха Реза Пехлеви. Имеется сплошная желтая защитная нить. Оборотная сторона. Гробница Кира, бывшая усыпательница персидского царя Кира II Великого, построенного в VI веке до нашей эры. Расположена в основанной Киром II столице Пасаргады в Иране.
Представляет собой пирамиду из 6 ступеней, на вершине которой установлена сама гробница в виде домика с одним входом. Осквернена после завоевания Персии Александром Македонским в IV веке до нашей эры, является объектом всемирного наследия в Иране. В левой части банкноты изображен муфлон. Размер банкноты 136 на 69 мм. Банкнота напечатана в типографии Делару, Лондон. По каталогу Крауза банкнота имеет номер 101. Имеет 5 разновидностей, которые различают по цвету защитной нити и вариантам подписей. В данном случае это разновидность С. Ее отличают желтая защитная нить и вариант подписи номер 16. Средняя цена такой банкноты на российских торговых площадках 300 рублей. Из этого выпуска у меня есть номинал 20 реал. По остальным номиналам этого выпуска я пока не интересовался. И может когда-нибудь в дальнейшей перспективе и пополнюсь. Если по интересной цене найду. И вы обязательно об этом узнаете. Такое сегодня было у меня пополнение. На этом этот обзор подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте поставить оценку, лайк или дизлайк, оставить комментарий и подписаться на мой канал, кто еще не подписался. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. Всем желаю здоровья, добра, мира и успешных пополнений. До новых встреч!